Сегодняшнее видео о редком и красивом растении, которое поможет не только разнообразить вид вашего сада, но и придать ему самые яркие краски. К тому же форма листвы этого многолетника чем-то напоминает листья клена, отчего он и получил свое второе название кленолистник. А по-научному он называется мукдения. Этот травянистый многолетник отличается своим эффектным красочным видом и простотой в уходе. Выразительные листья мукдении способны украсить любой уголок сада. Их необычная форма в виде веера и яркая окраска всегда привлекают внимание даже сами по себе. Хотя это пестрое растение весьма удачно сочетается в компании со многими декоративными культурами. Например, очень красиво смотрятся посадки мукдении рядом с гейхерами, раджешсией, крупнолистной брунерой, папоротниками, хостами, астильбами, декоративными травами и злаками. Из кустарников ее пестрые листья красиво гармонируют с желтолистными японскими спиреями, восточным кленом, бересклетами форчуна и другими культурами. Этот живописный почвопокровник со временем разрастается в виде пышного, играющего насыщенными красками покрытия, за что ему дали еще одно название – кленолистный ковер. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Возможно, вы уже знакомы с этим растением или похожими яркими и редкими почвопокровниками. Я, как всегда, буду рада вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Мукдения родом из Северного Китая, Кореи и Маньчжурии. Среди видового разнообразия у нее не так много растений, а точнее всего два. Это мукдения росси и мукдения акантифолия. Наиболее красивым считается сорт карасуба. В продаже его часто можно встретить под вторым европейским названием Crimson Fans, что в переводе означает «багровые веера». Высота взрослых кустиков обычно не превышает 40-70 см. Существует и более низкорослый сорт под названием Dwarf Form. Также есть интересный гибрид мукдении и бадана, который от других отличается окраской своих соцветий. Его цветки ярко-малиновые. Самым популярным гибридом считается кленолистник Nova Flame. У него эффектные кожистые листья с глянцевой поверхностью и пестрой окраской. Цветки мелкие звездочки, которые появляются в мае. А вот у сорта вариегата окраска листьев отличается светло-желтыми разводами. Мукдения ценится не только своим привлекательным видом, но и устойчивостью к разным климатическим условиям. Есть немало садоводов, которые выращивают эту редкую декоративную культуру в средней полосе и даже на территории Западной Сибири. Правда, с укрытием на зиму в виде высокого мульчирования или хвойного лапника. Кленолистник относится к семейству камнеломковые и обладает хорошей жизнестойкостью. Кстати, мукдения росси считается наиболее зимостойкой. Ее кусты обычно составляют 40 см в высоту, а размер цветоносов с белокремовыми цветками около 50-60 см. Этот многолетник наращивает густые розетки из красивой плотной листвы. Каждый лист разделен на несколько секторов, загнутых вниз. За столь необычную форму их часто сравнивают с пальцами. У мукдении нет стеблей. Ее плотные крупные листья отрастают на невысоких черешках прямо из корня. Корневище утолщенное, чешуевидное и расположено неглубоко от поверхности грунта. Поэтому основательно рыхлить почву вокруг этих растений не рекомендуется. Кустики разрастаются довольно медленно, зато со временем из них вырастают объемные пышные куртины, которые с виду похожи на пестрый ковер. Это необычное на вид декоративное растение обладает редким качеством менять цвет своей листвы на протяжении всего периода вегетации. Весной у них зеленовато-бронзовая палитра, летом они насыщенно зеленой окраски с ярко выраженной малиновой каймой, а ближе к осени приобретают разные оранжево-багряные и даже бордово-фиолетовые краски. На зиму листва увядает, но уже с приходом ранней весны появляются новые молодые листочки. Иногда раньше их из земли пробиваются плотные цветоносы. Обычно цветение у мукдении наступает с апреля и длится по май, начало июня. Соцветия в виде мелких кремовых цветков звездочек,
которые красуются на прочных полуметровых цветоносах. По окончанию цветения на них завязываются семенные плоды, небольшие коробочки с семенами. Если вовремя собрать и посеять ранней весной свежие семена, можно вырастить свою рассаду. Подросшие и окрепшие сеянцы высаживают на постоянное место в сад только по окончанию возвратных весенних заморозков. Также учтите, что не рекомендуется высаживать рассаду с наличием цветоносов. Как правило, их перед высадкой удаляют, чтобы молодые растения быстрее приживались и не тратили лишние силы на цветение. Гораздо проще размножить мукдению делением корневища. Но тут тоже есть свои ограничения. Делить можно только взрослые и хорошо разросшиеся куртины. И делают это не чаще, чем один раз в 3-4 года. В последнее время клинолистник приобретает невероятную популярность и покоряет своей красотой все больше коллекционеров редких растений, садоводов и ландшафтных дизайнеров. Это не только эффектный, но и достаточно неприхотливый почвопокровник. Посадки мукдении с годами разрастаются в плотные, объемные розетки, которые смыкаются в густой ковер. Такой многолетник станет не только выгодно смотреться под кронами деревьев и кустарников или в виде яркого бордюра. Его густые заросли защитят ваш участок от прорастания сорняков и красиво задекорируют оголенные, пустующие места в вашем саду. Более того, клинолистник очень терпим к затенению. Его можно высаживать в тенистых уголках или на участках в ажурной тени. Хотя для более яркой окраски листвы мукдении все-таки необходимо пару часов в день умеренного солнечного освещения. Из мукдении получаются красивые композиции и пестрые красочные бордюры. Она эффектно смотрится на переднем плане и в компании с другими растениями. Яркие ковры этого почвопокровника всегда выглядят живописно и легко красят любую территорию. Клинолистник не только красив, его еще и выгодно выращивать, так как особого ухода он не требует, прикрывает почву от сорняков и крайне редко поражается болезнями. Единственное, кто может навредить его молодым листьям, это слизни. Также стоит следить за умеренной влажностью почвы, не допуская пересыхания верхних слоев. Но постоянное переувлажнение тоже способно мукдении навредить, поэтому в посадочную яму лучше добавить слой дренажа. Посадками клинолистника можно красиво украсить садовые дорожки и клумбы. К тому же он отлично подходит для придания саду восточного стиля. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.